мне очередной раз пришла гениальная идея. А вы знаете, я вообще не умею делать подарки. Ребят, я вам совсем забыла показать свои роскошные тапочки. А Сашка, знаете, думала, что я ничего не подарю. Я же не крашусь, но мне так понравилось лазить по Сефоре. Я думала, муж на час это как бы в хорошую сторону, а не когда он приезжает и все ломает. Этот момент настал. Мы продаем свою супермашину, свой Lidl Mix. Принесет радость в другой дом намного больше, чем в наш дом. Прощай, машина любимая. Привет, ребятки! Сегодня 23 февраля. И у меня две новости. Во-первых, я поставила новые резинки. Она мне, значит, сказала, что все так же остается очень мало места. У меня вот тут, где моя тройка, мой зуб должен прийти вот в эту дырку, то есть там еще очень мало места. Еще ждем время. Следующий визит у меня через 6 недель. И через 6 недель они мне вкрутят сюда такой болтик. И этот болт, на нем будет такая резинка, и он будет тянуть мне зубы. Мне надо 2 миллиметра, где-то 2 миллиметра стянуть в эту сторону зубы, чтобы вместилась туда эта тройка. Короче, вот такие новости. Но сегодня, 23 февраля, я сделала вид, что не знаю, что за день такой. На 23 февраля я так просто словами поздравила Сашку. А вы знаете, я вообще не умею делать подарки. У меня вообще это никогда не получается, но в этот раз я подумала, что мне очередной раз пришла гениальная идея. И на 23 февраля же все дарят какие-нибудь гели для душа, а Саша очень любит гель для душа, он прям обожает все эти ароматы, ему нравится, и я подумала, что классно бы было подарить ему такой хороший гель для душа от Rituals. Я видела, там мужская линейка, и ему нравятся такие красного цвета. Я думаю, что, если что, это будет тоже ему такой подарочек. Прикольно. Плюс он сегодня еще идет лечить зубы и поднять ему немножко таким образом настроение на следующий день зубов. Короче, пошли в Rituals. И вот он, Rituals. Я нахожусь в галерее Лодь. Идем, зайдем, что-то купим. Ну, не что-то, я уже сказала конкретно. Мы, значит, когда-то заходили к этому стенду, и ему понравился либо желтый, либо красный. Я вот думаю, какой-то из этих взять. Значит, я выбирала вот этот гель. Он еще, может быть, ему черный нравится. Вообще тут много, короче, из мужской линейки. Но еще я вот увидела, есть вот такой набор. Есть вот побольше, за 165, кстати, скидка с духами. Есть вот поменьше. Тут все то же самое. Есть и гель, шампунь, тоже гель для душа. Я подумала, попробую вот такой взять, подарить. Посмотрим, понравится ему или нет. Но мне кажется, это же гениальная идея. И подарочек такой, упаковочка красивая. Короче, иду на кассу. Ну все, ребят, купила. Он так еще вкусно пахнет. Она специально напшикала всякими вкусными духами. Значит, у меня здесь немножко больше покупок, чем я планировала. И плюс она мне положила подарочек. Блин, так приятно покупать в Rituals. Ребят, я вам совсем забыла показать свои роскошные тапочки. Крутецкие? Крутецкие, Оля, конечно. Это Сашка мне подарил. Спасибо. Там мы салат сейчас съели. Ну чё, Сашок, как тебе? Подарунок. Сегодня же 23 февраля. А Сашка, знаете, думал, что я ничего не подарю. Или так не думал? Думал, что я что-то подарю? Что-то думал. А как я, когда бы я это успела? Ну, когда она хотела, так успела. Блин, у меня был Не план. мои проблемы. У меня был план, Сашка, что ты, типа, ее утром поздравила, он такой, типа, это все. Ну и все, и пошли на работу там. На работу, к ортодонту. Думала, Саша наверняка знает, что у меня нету времени ходить там за подарками ему. Ну ладно, давай, открывай. Ну, конечно же, видела, так еще не открывала. Ну ладно, остальное... Там ничего нет. А, ну я купила себе такой спрей для волос. А он там есть? Да. Ну, это потом уже. Класс. Ну, такое прям все. Ну, блин, тебе такого еще, наверное, никогда не было. Ну, знаете, я подумала, дарить из Росмана гель для душа, ну, как-то уже не то время, Сашка.
Ну ты любишь такие всякие штуки, я-то знаю. Ну скажи ребятам, что любишь. Наверное. Гели для душа ты же любишь? Новые, хорошие. Да. Да, любые. Да, любые. Он просто всегда, когда приходит, о, такой хороший гель для душа, смотри, как пахну. Сережа рассказывай, давай, Серега. А твой... Блин, я просто надеюсь, тебя, что я угадала хоть на этот раз с этим подарком. Так всегда угадал. Да никогда не угадываю. Когда я угадала? Хоть один раз. Ну, в Он все прошлом время году говорит, было. угадываю, в итоге то не пользуется, то еще что-то. О, какие цветочки. Блин, такая бумага плотная. Даже жалко выжуцать. Так. Добсе. Чупси. Это не тебе. Хотя 23 февраля у собаки тоже. Он защитник А Отечества. собаки каждый день праздник. Он защитник. Ой, как пахнет, ребят. Вообще, Прям таким хорошим мужским ароматом. Вэй, Саш. ну, такие, да. Хороший, кстати, формат. Видишь, не маленькие пищульки. Господи, как пахнет прям дорогим мужчиной. Да, Классно? Сашка, классно. ну, Спасибо. наконец-то ты рад. Так я же был рад. Да я знаю, я просто хотела, чтобы ты этим пользовалась. Так, а ты что? У тебя не 23, ты не защищал никого. Да мы тебя всегда защищаем. Так, а что там в 4? Я уже забыла. Значит, Лосьон, вот то... Сначала я думала такое купить, просто большую банку. пенка, А, это пенка? Шауэр-гель. фон. А, пена. А, я хотела сначала, значит, вот такой купить гель тебе. А это для бритья? Не, для душа. Ну, для душа. Хотела Да. купить себе такой, только большой. Либо красного цвета, потому что я помню, ему и желтый, и красный понравился. А потом я увидела, вниз посмотрела, Не, ну смотрю, вот это гель. Ну. для душа. потом смотрю, есть, оказывается, целый набор. Я подумала, лучший набор. А вот это что, шампунь, я знаю, есть? Это, Боди лосьон. Боди кремушек, да? ну, лосьон. Ну, лосьон, крем. Одна фигня, нет? Ой, как пахнет вообще, мне так нравится. А вот это что, шампунь? Да, шампунь. Кофеиновый какой-то. Посмотрите. Дайте собаке понюхать, он же не может. Дай ему понюхать, я ему все даю нюхать. Нанюхай. Потому что через его фейс-контроль должно пройти все. Не кусать, а нюхать. Все, собака довольна. Собака такой, думаю, может, мне что перепадет. На, вот такой подарочек. Класс. Надо теперь фотку сделать в Инстаграм. Плюс мне вот такой подарочек дали. Какой-то крем на день. Не умкай. Да садись. Да вот нервничай со своим футболом. Вот эти вот футбол у него начался. Я на фоне тебя хочу показать. Ты мне не мешаешь. И вот такой... А вот даже футбол смотрит, смотрите, в майке. И даже будет пиво пить. И я купила там пробник такой был. Ну, не пробник, а... короче, маленький формат. Для волос такая пшикалка и для тела. Не знаю, мне так понравилось. Хотела взять. Просто, знаете, попробовать, интересно. Я пшикнула сегодня на волосы. Ой, пахну как супер дорогая женщина. Такой шлейф, такие волосы гладкие. Какой класс. Мне понравилось Ритуals очень. Я как человек простой, не очень балованный всякими брендами, шлендерами. Мне, конечно, очень понравилось. Я даже, наверное, пару раз только заходила в Сефору, хотя возьми да зайди хотя бы. Ну, не знаю, мне как-то все время некомфортно, потому что я 100% знаю, что ничего такого покупать не буду, хотя на днях стала что-то лазить по по сайту и уже даже присмотрелась я кое-что. Хотя я же не крашусь, но мне так понравилось лазить по Сефоре. Вообще просто одни сплошные удовольствия, поэтому чувствую, что что-нибудь до себе закажу. Надо просто созреть. Я вот дам себе созреть еще, не знаю, там месяцок. После этого все что-нибудь закажу обязательно. О, довольный, Саша, все, довольный, забили голов, прыгает, он еще не орет, еще будет орет иногда. Ну вот, поэтому мне очень понравилась атмосфера Rituals. Я зашла, и, значит, там так хорошо, так по-богатому, так меня обслужили, так все приятного сказали. Даже дисконтную карту я оформила. Вообще просто постоянным клиентом теперь буду.
Блин, просто человек один раз зашел в Риттles. Ощущение, что в Луи Виттон. Ребята, я не знаю, что Сашка тут делает. Ну, видимо, что-то чинит. Расскажи, Сашок. Я все сломал. Ты все сломал. Ничего не Блин, было. я вообще... А зачем ты это вот, извините за выражение, открыл-то? Посмотреть, что. Обратно теперь верни, Сашка. Так это на выброс. Я ничего не поняла. Он уж не работает. А зачем крутить было? Посмотреть. Чупи, ты что-нибудь понимаешь? Видите, у него любимые игрушки это дрявые носки, это как это пакет для запекания. Он так тащится от этого пакета для запекания, он так щурчит. Эй, собака, на улицу пойдем? Ждет вкусняшки. Нет вкусняшек. Чупи, на улицу идешь? Сама иди. Вот, кстати, Чупи не особо любитель ходить на улицу. А он одеваться не умеет. Он типа, нету такого, что да-да-да-да-да-да, сейчас быстрее на улицу. Но когда он выходит и слышит своих друзьяшек, блин, надо ставить этот кусок видео, как он за палочку дрался. Кто не подписан... Кстати, кто не подписан на Инстаграм? Ну-ка, Сашка, скажи, чтобы они подписались быстро. Потому что там каждый день... Повелеваю подписаться, потому что там каждый день я что-то выставляю, ребят. Ты вообще такое помнишь? Такое было, только я не знаю, полгода, может, год тому назад. Может. Было. А сейчас каждый Может, не день. Да в смысле, помнишь, мы с тобой ввели Инстаграм, Ну, в каждый Минске. в Минске, когда жили. Ты был Когда там? YouTube не видели. Когда в YouTube не вели. Ой, ладно, короче, подписывайтесь на Инстаграм, я вам серьезно говорю, потому что там все самое актуальное, самое интересное, там можно писать, я там много с кем переписываюсь, там уж, я не знаю, куча каких-то знакомых с каналов приходят, и они там какие-то вопросики задают, мы там уже общаемся, друг другу лайкосики ставим, какие-то реакции на сторис. Ну, короче, там просто общение полным ходом, Саш. Вещь? Ну все. То есть ты сломал, вот видите, в таком состоянии, сложил все свои инструменты. Да? Я думала, муж на час это как бы в хорошую сторону. А не когда он приезжает и все ломает. Пойдем одевать Чупика. Он не хочет смеяться с моих шуток, вы вообще понимаете это? Итак, ребятки, этот момент настал. Мы продаем свою супермашину, свой Lidl Mix. Я выставила в Инстаграме фотку. Мне, конечно, стали люди писать. Говорит, что почему стали спрашивать, почему мы продаем эту машину, потому что мы всегда были в восторге, да и сейчас мы в восторге от этой машины. Она классная, но дело в том, что мы перестали готовить. Я уже об этом говорила в каком-то ролике, что мы готовим один раз в неделю, но максимум 2 раза в неделю, и просто на всю неделю наготавливаем, я не знаю, тарелку котлет я наготовлю, например, да, и мы это едим всю неделю. Просто мы обедаем плотно, завтракаем мы обычно хумусом и, может, яйцами иногда, а ужинаем мы всегда салатом, всегда. И получается так, что в Lidl Mix мы ничего не готовим, кроме соуса, то есть блендером там пользуемся. И мы подумали, что эта машина, скорее всего, принесет радость в другой дом намного больше, чем в наш дом. Потому что, знаете, был бы у нас там, не знаю, еще один человек или еще 2 человека с нами жило. Возможно, бы я больше готовила, больше бы уделяла этому внимания. Но изначально, когда мы покупали, конечно, мы думали, что мы будем вообще все там готовить. Но вначале так и было. Мы это все готовили, была эйфория, потом эйфория упала. И все. И все, и мы стали готовить там только соус. Летом классно там кофе холодный. Это единственное, конечно, буду скучать, но мы купим блендер
И будем то же самое готовить. Ну, грустно, конечно, грустно, потому что очень крутая машина. И, может быть, если бы у нас была... Вот это вся наша кухня. Вот все, что вы видите за мной, это вся наша кухня. И получается, все, ну, очень занято. И если бы, может, кухня была бы, знаете, там 2 раза больше, стояла бы она там, эта машина, и пусть бы стояла, я бы ее, может, и не продавала. Не я, а мы. Мы бы ее, может, не продавали, потому что, ну, иногда, может быть, что-то там захочется приготовить. Но так как она занимает место, мы ее практически не включаем. Пусть она будет в другом доме принимать активное участие, может быть. Но я вообще очень часто слышу, что кто-то покупает или для миксы, и термомиксы, особенно у кого большие семьи. Там, не знаю, дети там помогают, там, знаете, готовить какую-то выпечку, потому что туда все вкинул в эту чашу. Она все себе размешивает, ты просто достаешь это тесто и по формочкам расставляешь. Но вообще-то мы этим не занимаемся, а другой семье она точно принесет больше счастья. Точнее, не она, а он. Или она, или оно. Вот, поэтому сейчас покажу, что тут у нас происходит. А у нас здесь контроль. Это понятно. Вот коробку уже достала. Хочу все вот это вот разложила. У нас осталось все. Ну, то есть меньше полугода у нас эта машина. И у нас, получается, остались все пакеты, чек, инструкция, ну, вообще все. Поэтому коробка как новая. Ну, блин, ребят, полгода, он даже еще на гарантии. Короче, все. Прощай, машина любимая. Я уже все достала. У нас тут бардак, потому что мы убираемся. Этой штукой я вообще никогда не пользовалась. Вообще, вот я как чувствовала, что, скорее всего, продадим ни одного раза. Это, получается, вот так вот размешивать. То есть, если кашу готовить, то тебе не нужно, там, не знаю, овсянку, например, готовишь, тебе не нужно следить за тем, чтобы подходить и там переворачивать, не переворачивать, а мешать. И вот она, эта штука, она вот так вот, венчик такой, она вот так вот помешивает. Она знает, в какое время, когда помешивать. Ну, короче, вот это такая штука. Пользовалась я один раз, просто посмотреть, как она работает. То есть она тоже абсолютно чистая. Но, естественно, мы все перемыли. Сейчас я вот эту еще хочу перемыть. Этой мы тоже пользовались один раз. Сашка готовила здесь рыбку на пару. Это такая вот приставная станция. Она получается, на пару, короче, тут можно готовить. Вот тоже по одному разу, получается, мы этим пользовались. При этом вообще ни одного раза. Сам Lidl Mix. Сейчас я ее умою. Крышка, вот эта крышка классная. Она еще как мерный стаканчик идет. И она закрывается вот тут вот в крышке. Короче, все перемываем. И будем отдавать, продавать. Еще покупателя нету, но я думаю, что уже он скоро будет. Уже скоро будет. Мы сегодня с Сашкой полы убрали, все убрали. Осталось игрушки, кофту эту разложить, все на место. Ой, а Чупи, кстати, никогда, то есть не грызет ничего. Вот вы видите, лежат пакеты, салафаны. Это же все, собаки любят это грызть. Это оно лежит, и Чупи рядом лежит, потому что ему абсолютно все равно. Да, Чупик? Ему раз сказал нет, он не послушал. Два сказал нет, он говорит, ну ладно. Тогда ничего не буду делать. Все, буду и дальше собирать.